После прекращения войны в Карабахском регионе Азербайджана между Азербайджаном и Арменией Турция и Пакистан оказались среди стран, открыто поддерживающих Азербайджан. Хотя Индия призвала поддерживать мир в регионе, но есть важный вопрос. Какую сторону на самом деле поддерживает Индия? Статья Шишира Упадхьяя «Индия выигрывает оборонную сделку с Арменией в попытке наказать Турцию» для дипломата и статья Ахала Малхатре «Нагорно. Карабахский конфликт. Где находится Индия?» предоставляет подробную информацию об этой проблеме для индийской публики. В первые недели войны Министерство иностранных дел Индии заявило: Индия обеспокоена ситуацией, которая угрожает региональному миру и безопасности. Мы подтверждаем необходимость того, чтобы стороны немедленно прекратили боевые действия, проявили сдержанность и предприняли все возможные шаги для поддержания мира на границе. Индия была одной из немногих крупных держав, которая проявила нейтралитет в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном и тем самым призвала обеспечить скорейшего прекращения огня. Индия призвала конфликтующие страны Южного Кавказа проявлять сдержанность и поддерживать мир в регионе. Она отказалась принять чью-либо сторону в этно-территориальном споре, возникшем 3 десятилетия назад. Нью-Дели подчеркнул необходимость поддержания хороших отношений с обеими странами, соперниками. Очевидные причины могут заключаться в стремлении к региональной стабильности и защите экономической дипломатии, но это еще не все. В 1991 году Индия признала Республику Армения после отделения от Советского Союза и одновременно аккредитовала посла Индии в Москве. В 1992 году, по данным министерства, было 3 визита президента Армении и 3 визита министра иностранных дел в Индию. Исторически отношения между Индией и Арменией уходят корнями в вековую давность, а современная дружба была официально оформлена в 1995 году. Армения – единственная страна в регионе, с которой у Индии есть договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в 1995 году, который, кстати, запрещает Индии от предоставления военной или любой другой помощи Азербайджану в случае распространения азербайджанского наступления в Карабахе на территорию Азербайджана. За договором о дружбе последовал ряд двусторонних соглашений о торговле и коммерции, обороне, науке и технологиях и избежании двойного налогообложения. Армения всегда поддерживала Индию по вопросам Кашмира, а в последнее время и в связи с отменой статьи 370. Между тем, Азербайджан решил присоединиться к победившей партии заклятых соперников Индии, Пакистана и Турции. Однако Индия предпочла не выбирать чью-либо сторону. Индия приняла 3 глав государств из Армении, но ни одного из Азербайджана или Грузии. В 2008 году Индия присоединилась к России, США и Франции и проголосовала против резолюции Азербайджана на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которая, в частности, требовала немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. В течение некоторого времени Индия делала упор на мирное урегулирование конфликта путем дипломатических переговоров. В начале 2020 года Индия выиграла оборонную сделку на $40 миллионов на поставку военных радаров в Армению. Это одновременно серьезный толчок для оборонного сектора Индии и предупреждение Турции. Действительно, эта сделка является крупным достижением программы «Сделай в Индии» в оборонном секторе, поскольку она может открыть новые возможности в Европе для продажи отечественных систем Индии по более низким ценам, чем аналогичные европейские системы. Это также может помочь индийской оборонной промышленности проникнуть на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, но у этой сделки есть и другие стратегические последствия. Он явно направлен на противодействие растущей враждебности Турции. При президенте Эрдогане к Индии реакция Нью-Дели на Турцию была равномерной. И следуя классическому ходу реалполитик, как отстаивал древний индийский стратег Чанакья, Нью-Дели активизировал отношения с Арменией. По логике, враг врага – ваш друг. Таким образом, пока Эрдоган дружил с Имраном Ханом в Пакистане, министры иностранных дел Индии и Армении вели диалог 1 на 1 в США. В совместном заявлении говорится: армяно-индийские отношения приобрели новое качество,
и подчеркивается важность сохранения динамики двустороннего политического диалога. Последнее оборонное соглашение между Арменией и Индией – шаг к углублению стратегических связей с враждебными соседями Турции. Подобные сделки с Грецией и Кипром могут последовать в попытке заставить Анкару пересмотреть свое противодействие Индии. С другой стороны, по заявлению министерства, у Индии и Азербайджана дружеские отношения и растущее двустороннее сотрудничество. Хотя лауреат Нобелевской премии Индии Рабиндранат Тагор, бывший президент доктор Радхакришнан и премьер-министр Джавахарлал Неру посетили Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. С момента ее отделения от Советского Союза обмен на высоком уровне не проводился. Азербайджан является важным звеном международного транспортного коридора Север-Юг, который представляет собой мультимодальный коридор, соединяющий Индию с Россией и способствующий перемещению грузов по железным, автомобильным и морским путям. Коридор важен для Индии, поскольку он свяжет Индию с Россией, Центральной Азией и другими странами в течение 16-21 дней по конкурентоспособным ценам, а также поможет укрепить торговые и инвестиционные связи с Центральной Азией. Этот маршрут сократит расстояние на 40% по сравнению с существующими маршрутами, а также будет стоить на 30% дешевле. Более того, за последние 5 лет двусторонняя торговля между Индией и Азербайджаном выросла более чем на 300% до 1 миллиарда 920 миллионов долларов США. Кроме того, ONGC Вайдиш, дочерняя компания индийской компании Oil and Natural Gas Corporation Limited, имеет контракт с Азербайджаном на добычу нефти до 2049 года, в то время как компания Джайл из Индии изучает возможности разведки СПГ. С другой стороны, Индия подписала с Арменией сделку на $40 миллионов на поставку 4 РЛС обнаружения оружия Сватхи, открывая новую эру сотрудничества в области обороны. Экономический интерес, безусловно, был основным фактором, позволяющим Индии оставаться нейтральным. Есть еще один тонкий и деликатный аспект осторожного поведения Индии. Индия должна пройти по канату между двумя крайностями международных принципов. Речь идет о принципе территориальной целостности, отстаиваемого Азербайджаном, и о принципе права на самоопределение, которое поддерживает Армения. Индия не заинтересована в признании требований Азербайджана, поскольку эта страна с преобладанием мусульман поддерживает нарратив Пакистана и его контроль над суверенной частью Джамму и Кашмир. А если Индия присоединится к союзнику Армении и расширит свою поддержку делу самоопределения, это может дать Пакистану и Турции инструмент для злоупотребления им для разжигания сепаратистских эмоций в Кашмире. В интересах Индии оставаться объективной. Пакистану и Турции были предъявлены обвинения в разжигании насилия в Нагорно-Карабахском регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Пакистан развернула свою армию в спорном регионе наряду с войсками Азербайджана. Вовлечение стороннего игрока могло привести к спору, который превратился бы снежным комом в большую войну. Роль Индии до сих пор была зрелым игроком, поскольку она не только призывает к мирным переговорам, но также стремится не допустить участия враждебных стран, таких как Турция, в споре. В этих обстоятельствах Индия заняла сбалансированную и нейтральную позицию и сделала политически корректное заявление, в котором она выразила свою озабоченность, призвала к сдержанности и немедленному прекращению боевых действий и мирному разрешению конфликта путем дипломатических переговоров. В этом контексте Индия также выразила поддержку продолжающимся усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию, подразумевая, что Индия не поддерживает участие какой-либо другой организации, включая Турцию.